Всем привет! Мы снова на чемодане и в новой стране. Мексика. В этот раз в отпуске мы посетим 4 разных отеля и 2 разных места, 2 курорта, которые называются Канкун и Плая-дель-Кармен. В Канкуне мы будем в 2 разных местах, в зоне Хотельера, в начале и в конце, и покажем, как пляжи могут отличаться друг от друга. В Плая-дель-Кармен мы будем тоже в 2 разных местах, в центре и в курортном месте Плая-Кар. Мы находимся на полуострове Юкатан, в зоне Хотельера, в городе Канкун. Вот эта зона Хотельера, это насыпь в море, и здесь на вот этой насыпи построены дорогие отели. Здесь считается самый красивый цвет воды, самые красивые пляжи в Мексике. Итак, дорогие друзья, пока мы отдыхаем, хочу вам предложить немного информации. Как мы сюда добирались, на каком самолете, как долго, какие нужны документы для посещения Мексики, наш первый отель, а также его пляжи. Так как я хотела посетить несколько мест, я бронировала полет и все отели отдельно. В общей сложности наше путешествие на 12 дней получилось дешевле, чем бы я забронировала путевку в один отель на то же самое время. Но о ценах чуть позже. Давайте все сначала. Для посещения Мексики гражданам Германии, а также России виза не требуется. Немцам нужно иметь при себе Reisepass, а русским гражданам заграничный паспорт и Aufenthaltstitel, если вы проживаете в Европе. Въезд в Мексику разрешен для туризма и бизнеса на 180 дней. Срок действия документов должен быть действителен не менее 6 месяцев на момент въезда. Туристам из России необходимо электронное разрешение для въезда, которое делается онлайн бесплатно примерно за 5 минут. Кроме этого, у вас могут спросить обратный билет, бронь отелей, а также сколько денег вы везете с собой. Все документы предъявляются в распечатанном виде. Хотя Aufenthaltstitel приравнивается к многоразовой шенгенской визе, я решила перестраховаться и сделать электронное разрешение для моего мужа. По прохождению контроля при выезде из Германии, а также по прибытию в Мексику, все его документы тщательно проверялись и фотографировались. В нашем случае электронное разрешение было дополнительным документом, при виде которого в Германии на границе отпали сразу все вопросы. Ну а теперь о полете. Прямых рейсов из Ганновера нет. Взяли билет с пересадкой. Ганновер-Франкфурт, Франкфурт-Канкун. До Франкфурта летели всего 1 час, а до Канкуна 12, что было довольно долго. Назад летели с пересадкой в Швейцарии. Билет туда-обратно на человека обошелся 600 евро. Первый самолет Airbus 320 был небольшой, сидело по 3 человека с каждой стороны. Полет длился час, всем раздали по небольшой бутылочке воды. Пересадка во Франкфурте 2,5 часа и новый самолет Airbus 330 с посадкой по краям по 2 человека, в середине по 4. Нас кормили 2 раза горячей едой. Еда была не очень вкусная. Безалкогольные напитки входили в цену. Лететь было удобно, места для ног было достаточно. Для каждого пассажира бортовой компьютер, где можно посмотреть карту полета, поиграть в игры или посмотреть фильмы. Прибыв в аэропорт Канкуна, еще до зоны получения багажа проходим паспортный контроль. Именно здесь и потребуют все вышеперечисленные документы. Никакие туристические карты заполнять не нужно. Если вы заказали путевку, а не отдельно билеты и отели, как мы, то ваш трансфер, конечно же, включен. Ищите стойку регистрации вашего туроператора, который направит к определенному автобусу. Если же вы самостоятельный путешественник, из аэропорта можно добраться на автобусе фирмы АДО в центр Канкуна, а также в другие города, как Плая-дель-Кармен или Тулум. Проезд на таком автобусе стоит от 6 евро в зависимости от расстояния. После долгого перелета хотелось как можно быстрее оказаться в отеле. Поэтому первая наша локация находилась всего в 10 километрах от аэропорта в зоне Хотельера. Самый дешевый, но долгий способ добраться до отеля – это сесть на автобус АДО и доехать до центра Канкуна. Там пересесть на автобусы R1 или R2, проезд в которых стоит меньше $1, и доехать до нужного нам отеля. Дорога займет более часа. Но есть и более быстрый способ – групповой или частный трансфер. Поездка с маленькой группой на таком минивэне вам обойдется около 6 евро за человека. Также можно воспользоваться и услугами такси, но это самый дорогой вариант. Я заказала частный трансфер, который нам обошелся 22 евро.
15 минут поездки, и мы у отеля. Обзор Алео Канкун Плая 4 звезды уже есть на моем канале. Мы остановимся в этом отеле на 3 ночи и ознакомимся с южной частью зоны Хотельера. Нас ожидала вот такая просторная комната с довольно уставшей мебелью. Окна выходили на территорию отеля, дорогу и лагуну. Здесь же находится небольшой продуктовый магазин. В отеле есть возможность поменять евро или доллары на мексиканское песо. Курс чуть ниже, чем в обменниках, 1 к 20. Запрыгиваем в шорты и бежим к морю. О боже, что это? Неужели это самое красивое Карибское море? Что с ним случилось? Вы не представляете нашего разочарования. Лететь почти сутки на другой конец света, чтобы увидеть чачу водорослей в воде. Сегодня 6 марта. Сезон водорослей должен начаться в начале мая. Уставшие и разочарованные отправляемся на ужин. Отель предлагает 3 ресторана. Сегодня вечером тестируем мексиканский буфет. Все столы покрыты яркими ковриками, а стены украшены большими шляпами. Начос разных цветов, хлеб, закуски, мясо, такос, разные соусы, горячие блюда, десерт, салаты, овощи и фрукты. Буфет небольшой, но выбрать есть из чего. Все смотрится ярко и аппетитно. Сегодня у нас вечером мексиканский ужин. Женя подошел и нашел себе только 2 лепешки. С мясом. Тако не знает, как их есть и что накладывается. Острые, нет? Мексиканская. Так острое или нет? Нет. Я себя угадал с какой-то другой. Вкусно? В лепешке такой кукурузный привкус. Не очень. Мы все-таки нашли, что покушать, выпили по коктейлю и отправились отдыхать. Доброе утро. Вот наш первый завтрак. Заказали омлет, какой-то супчик. Попробуем. Мексиканский омлет. Очень острый супчик, но мяса достаточно и всяких минусов. Вкусный для тех, кто любит острую еду. Этот отель состоит из 3 8-этажных корпусов и расположился прямо на берегу Карибского моря. Сверху зона бассейна, вниз по ступенькам спуск к пляжу. Из-за разницы во времени 6 часов с Германией мы проснулись очень рано, и сразу после завтрака в 7:30 мы были уже на пляже. Утром море стало намного чище. Основная масса водорослей лежала вдоль кромки воды плотной красно-коричневой полосой. Все это портило райскую картинку и наши ожидания. Рано утром загорать было прохладно, и мы решили исследовать юг так называемой «семерки» зоны Хотельера. В самом низу расположился отель «Клабмед», где есть небольшой риф, который защищает пляж от волн, течений и, соответственно, водорослей. Мы решили это проверить. Вот мы дошли до последнего отеля «Клабмед». Вот до него водоросли лежат, а вот здесь весь пляж убран. Все, водорослей нету, отличная вода. Чем ближе мы подходим к рифу, тем спокойнее становится море. Здесь, конечно, уже совсем другая картинка. Насмотревшись на эту красоту, мы вернулись на свой пляж. А здесь волны и водоросли. Всего 1 километр, а разница колоссальная. Волны сегодня не такие большие, но все равно. Проехал трактор, мы думали, будет собирать траву, но он куда-то уехал, и его нет. Трава так и лежит. Основная масса туристов была американцы. Они охотно откисали в бассейне, не отходя от бара. Здесь же расположился и снэк-бар, где готовили помос, пиццу и бюргеры. На пляж нам принесли пиццу Гавайи и такос. Вот такие лепешки, сверху свинина и немножко капусты с морковкой. Какой-то соус в маленькой баночке. И ждут уже эти чайки, чтобы ухватить. Их здесь очень много. Сегодня у нас день пляжного отдыха. Обычно Женя не может лежать и делает фигуры из песка. Ну а здесь сделал надпись из того, что было. Вечером мы пошли исследовать отельную территорию. Она совсем небольшая. Есть теннисный корт и немного зелени. Все чисто и ухожено. Наконец мы подошли к японскому ресторану, где захотели сегодня поужинать. Это отельный а-ля карт ресторан, который входит в систему «Все включено». Столик можно зарезервировать заранее или прийти, как мы, и спросить, есть ли свободные места. Нас посадили за барную стойку, и мы могли наблюдать, как шеф-повар готовил суши.
Из закусок мы заказали салат из зеленой папайи, а также 3 разновидности суши. На горячее жареный рис с креветками и с мясом, а это ребрышки с овощами гриля и с рисом. Вкус и здесь нас не очень удивил, но для разнообразия было неплохо. А это 3-й отельный ресторан а-ля карт со средиземноморской кухней. К сожалению, в этом отеле не было анимации, активностей или шоу. Главным развлечением был бар. Там можно было попробовать местную текилу и увидеть, как ее правильно пить. Характерной особенностью являлось то, что почти все напитки подавались с ободком соли или перца. Но у нас уже утро, и мы снова на завтраке. Как оказалось, мы все-таки не фанаты мексиканской кухни. Вроде бы она яркая, но безвкусная, или есть какой-то привкус. В некоторых блюдах смешано все – и мясо, и грибы, и рыба, и морепродукты. В хлебе и лепешках часто используют кукурузную муку, что дает тоже привкус. Такос очень неудобно есть, тесто размокает, и начинка остается прямо у вас в руках. Конечно, на вкус и цвет товарищей нет, но наш фаворит – это азиатская еда. Сегодня мы решили исследовать новую локацию – известный общественный пляж Плая Дельфинес. Он находится в 2 километрах слева от нашего отеля. Чтобы воспользоваться общественным транспортом, выходите к дороге, при виде красных автобусов махните рукой, и они остановятся. Местные автобусы R1 и R2 ходят вдоль всей косы довольно часто. Проезд стоит 12 песо или 60 центов. Через 5 минут мы уже были на общественном пляже. Он оборудован зонтиками, есть душевые, раздевалки, а также закусочная, где можно поесть. Сегодня воскресенье, очень много местных, которые приехали сюда пикник делать. Вот такие зонтики, и все лежат под тенью зонтиков. Начинают занимать уже все места. Мы сейчас пришли в 8:30 утра. Трактора ездят, собирают водоросли. При входе в воду мы заметили кое-где камни. Этот пляж может быть интересен тем туристам, которые приехали в зону хотельера на пару часов. Для нас же он был совсем не аттрактивен, поэтому мы решили направиться назад к отелю пешком. В некоторых местах водоросли плавали небольшими островками, а те, что лежали на суше, издавали неприятный запах. Через 26 минут мы как раз и дошли до нашего отеля. Вот заказали хумус и бюргер. Принесли. Как я уже сказала, отель не предлагает дневную или вечернюю анимацию. Водных развлечений здесь тоже нет. Нам показалось здесь довольно скучно. Весь день проходит на пляже, у бассейна. Если вам нужно движение, можно прогуляться вдоль моря. Выйдя за пределы отеля, тоже не нашли ничего интересного. В отеле есть небольшой сувенирный магазин, место, где заказать экскурсии, ну и, конечно же, бар, где вечером собирается толпа веселых и громких американцев. Наш последний день в этом отеле подошел к концу. Цена за ночь на двоих с опцией «все включено» стоила нам 180 евро. Вернулась бы я еще раз в этот отель? Однозначно нет. Что мне не понравилось, это волны и водоросли в воде. Нет анимации и еда невкусная. Но подождите, может быть, это во всех отелях так? Завтра мы обязательно это сравним. Чемоданы собраны, идем в последний раз на завтрак. Сегодня до 12 часов решили отдохнуть и позагорать у бассейна. Дальше нам необходимо сдать комнату и переехать в другой отель, который заселяет в 3 часа. Впрочем, как и везде. Так как следующий отель находится совсем недалеко, у меня возникла идея сдать чемоданы на ресепшн и съездить на короткую экскурсию с 12 до 15 часов, которая находится прямо здесь, в лагуне. Забегу вперед, лучше бы мы никуда не ездили. Вообще в Мексике экскурсии очень дорогие, это вам не Турция. Я выбрала прогулку на моторной лодке со снорклингом. Заказала на всем известном сайте за 29 евро на человека. В эту цену включены трансфер, снаряжение для снорклинга, моторная лодка, англо-испанский гид, а также бутылка воды. Другие напитки и еда не включены. А также нужно заплатить на месте за защиту рифа $55 или 47 евро на человека. Трансфер прибыл вовремя и довез нас до лодочной станции, которая находилась примерно в 10 минутах от отеля. После заполнения некоторых документов, связанных со страховкой и правилами поведения на воде, нас обучили, как управлять лодкой и какими сигналами пользоваться.
Прокатившись по лагуне, мы стали двигаться к открытому морю. А этот участок был особенно интересный, с крутыми виражами и мангровыми деревьями. И вот мы уже в Карибском море. Через несколько минут мы прибыли на место снорклинга. Около Канкуна находится музей подводного искусства, состоящий из более чем 500 скульптур в натуральную величину. На ваших экранах одна такая композиция. Это искусственный риф, созданный для защиты морской экосистемы. Скульптуры сделаны из специального ПХ нейтрального бетона, на котором активно растут кораллы, превращая их в живые рифы. Мы увидели несколько стай сереньких рыб и ската, который отдыхал на песке. В общем, снорклинг нам не очень. С Красным морем совсем не сравнить. Больше всего нам понравилась езда на моторной лодке. Программа завершилась дегустацией текилы. Дальше мы поспешили в душевые и раздевалки, чтобы отправиться назад. И здесь случилось это. Женя не заметил стеклянную дверь и врубился в нее. Осколками его порезало в нескольких местах. Самый глубокий и большой разрез оказался на груди. После оказания первой помощи и отказавшись от госпитализации, мы решили переехать в другой отель и добраться до госпиталя самостоятельно. В Канкуне мы обратились в травмпункт от Красного Креста. Там, осмотрев рану, нас направили к хирургу в госпиталь. В частной клинике голения мы заплатили 300 евро за осмотр. Дальнейшее лечение стоило бы нам 4000 евро. Хоть у нас и есть заграничная страховка, но за лечение нужно заплатить вперед, а потом предъявить чеки. Таких денег у нас с собой не было. Далее мы обратились в муниципальную больницу Езус Кумато Родригес. Здесь обслуживают как местных жителей, так и туристов, на наше удивление, совершенно бесплатно. Примерно через 2 часа рана была зашита, и мы отправились отдыхать в отель. Сейчас мы находимся во втором отеле на этой косе. Называется Кристалл Канкун, 4 звезды. Этим отелем мы очень довольны. Первый отель был не совсем хорош. Здесь лучший пляж. Находится недалеко от Кока-Бонга и Плая Форум. Подробнее об этом отеле и его особенностях смотрите в следующем моем видео. Все, пока!